Друзья, всем привет! Очередное видео. Сегодня у нас не рыбалка, а как можете видеть, опять находимся на кухне. Продолжаем снимать кулинарные влоги. Последний раз был на рыбалке, удалось ловить небольшую щуку. И мне тут последний раз, когда заезжал в гости автор канала «На рыбалку для души» Владимир, посоветовал и рассказал такой интересный рецепт приготовления запеченной щуки. Я ни разу не делал такой рецепт. И он говорит: давай, лови щуку и как раз заснимешь, поскольку, он сказал, не хочет снимать, лень как бы. Вот, и я говорю, раз разрешаешь, давай, сделаю это я. И поэтому, поскольку у нас все ингредиенты есть в холодильнике, решил приготовить и показать для вас этот рецепт. Для приготовления нашей запеченной щуки нам, самое главное, конечно же, это понадобится щука, желательно свежевыловленная. Это самая вкусная рыба, как только из речки или озера. Вот. Можно и мороженое, но мороженое уже, конечно, не такая вкусная будет. Далее чистим ее, удаляем кишки, чешую, гланды, точнее не гланды, жабры, глаза удаляем. И вот в таком виде она у нас должна получиться. Далее берем 2-3 головки лука, сыр, лимон, приправу для рыбы, черный перец, соль и, конечно же, курицу. Будет у нас такая вот щука с курицей. По курице нужно брать или вот голяшки, да, ножки, или бедро. Грудинку лучше не брать, поскольку грудинка, она тогда сухая будет, невкусная. Вот такие ингредиенты нам нужны для нашей запеченной щуки. Сейчас подготовим нашу щуку для того, чтобы она у нас постояла пару часиков, замариновалась, и покажу, что дальше делаем. В общем, берем, друзья, щуку. Я буду делать, вот в таком виде она у нас получится в конце. Но можно делать еще, взять щуку, разрезать вдоль хребта и вот в таком виде развернутым сделать. Нам как бы для видео, для картинки нужно, чтобы было покрасивее, поэтому будем делать так. Первым делом берем соль, черный перец и приправу. И натираем нашу щуку солью, перцем по вкусу. Все, конечно, еще будет зависеть от размера рыбы. Вот, поэтому уже смотрите сами. То есть все специи делаем по вкусу. Так что сейчас натираем нашу щуку и покажу дальше, что делаем. И да, друзья, поскольку там мы еще же будем начинять, как бы фаршировать, да, нашей курицей, много тоже солить не надо саму щуку, поскольку еще будет у нас солиться курица тоже по вкусу. Поэтому тоже нужно учесть этот момент. Для удобства я вот взял тоже пищевую пленку, положил нашу щуку, потом эту пленку взяли и выбросили в мусор. Далее, друзья, берем наш целый лимон, помыли, разрезаем пополам. И сейчас будем выдавливать этот сок на нашу зубастую, на нашу щуку. Вот, как будет маринад наш. И вот как раз вот эта пленка пищевая удобна тем, что потом я ее возьму, немножко вот так закрою на щуку, на нашу, прикрою щуку, и она вот будет в ней мариноваться. Берем лимон и вот выдавливаем. Хотя даже может и хватит пол дольки лимона, поскольку щука небольшая у нас. Вот. Тут тоже уже смотрите, все от размера вашей щуки. Тут каких-то придерживаться правил не нужно, все индивидуально. Да, друзья, мне пол дольки, половина, точнее, нашего лимона хватило. Тут очень много сока. Я тут так хорошенько выдавил.
возьмем майонеза. О, у нас майонез даже тоже с лимонным соком. Немножко вот взяли майонеза. Вот, с лимонным соком. Вот, немножко майонеза. Ну, тут я, конечно, чуть переборщил, да, но ничего страшного. И вот так ее. Хотя немного. Сейчас на вторую сторону. И вот так ее так натираем. Уже даже хочется есть ее, друзья. Все, друзья, натерли нашу щуку. Вот, вот так. И сейчас, как говорил, ее нашей пленочкой закроем. Взял дополнительно сейчас, друзья, еще вот такой слой пленки, потому что тот мало было, чтобы не вытекало. Вот так сделал. Но это я уже сам как бы тут с этой пленкой придумывал. Вот. Ну, удобно очень получается, смотрите. Весь наш сок внутри. И вот так у нас получается щука. В общем, вот запаковал. Сейчас отправляю в холодильник на 2 часа мариноваться. Ну, а за это время подготовим остальные ингредиенты. И уже потом будем до конца все это вместе соединять, чтобы получилась вкусная пушечная наша рыба. Все, отправили щуку в холодильник. Сейчас займемся пока курицей. Возьмем нашу курицу. Ну, желательно, да, голяшки вот эти брать. Ножки по-простому. Ну, опять же, повторюсь, у нас рыба, щука небольшая, поэтому тоже берется все индивидуально. Я думаю, пару штук мне как раз тут хватит. Ну, может быть, еще добавлю бедра. Вот. И сейчас мы это все нарежем. Я сейчас нарежу и покажу, что делаем дальше. Все, друзья, взял немножко нашей курицы. 2 ножки и бедра взял одну. Порезал так. Ну, сильно мелко не надо тоже, потому что еще ужарится. Вот. И сейчас разогреваем наше масло, сковороду. Поставили на газ. И это все обжариваем. Пока, друзья, наша нагревается сковородка с маслом. Для того, чтобы нам пожарить курицу, мы вот так полукольцами нарезаем наш лук, чтобы потом добавить к нашей курице. Наша сковородочка уже нагрелась, уже масло уже закипело. Тут как бы не принципиально, наш лук тоже ужарится все равно. Вот. Лука можно побольше, сочнее будет, повкуснее. Все, отлично. Нужно уже подавать нашу курицу в сковороду. Да, наша курица будет практически готова. Добавим лук и немножко можно добавить будет соли по вкусу. Но это уже все индивидуально, как вам нравится вообще по соли. Любите более соленое или чтобы было поменьше. Приготовил нашу курицу, обжарил и уже когда уже была практически она готова, добавил лука, посолил, немножко поперчил. Много тоже солить, перчить не надо, поскольку будем это все дело заправлять майонезом. Майонез тоже у нас соленый. Вот. Все приготовили, дали остыть. Сейчас добавляем наш на крупную терку натертый сыр. Курицы с луком немножко оставим. Это будет у нас потом, мы будем добавлять в конце приготовления нашей щуки на саму щуку. И все это дело заправляем майонезом, нашу заправку, и хорошенько перемешиваем. Ну вот, в общем, вот такая, друзья, масса должна получиться у нас. Сыр, лук, майонез и курица.
Вот. Ну все, она сейчас тоже настоится. И, повторюсь, будем начинять нашу щуку. Все, друзья, нашу щуку я уже подготовил. Курицу, лук, майонез, сыр. То, что я смешивал. До этого я запихал внутрь, в брюхо нашей щуки. К сожалению, только что зубочистки закончились. Ну так, для красоты, чтобы сделать, нужно было брюхо наше закрыть. Но ничего страшного. Ну а вообще, вот я первый раз делаю. И если вы будете делать, желательно, если делать вот в таком виде, в полном, от 2 килограмм брать, чтобы щука побольше была, чтобы спокойно можно было запихать, ну, зашить или зубочистками заделать наше брюхо, тогда, чтобы красивее было. Ну, а вообще, если такая небольшая щука, разрезаем вдоль хребта, разворачиваем и просто сверху эту начинку нашу делаем. Володя тоже так делал, сказал, тоже получается вкусно. Ну, вкус от этого не поменяется, просто по красоте, смотря куда вы подаете щуку. Ну, и по пленке возьмите на заметку. Удобно, что вот этот сок, который был от майонеза, от лимона, щука наша впитала. Вот. Получилось классно. Вот Володя мне не говорил, не знаю, делал он так или нет, но вот я так уже свое как бы придумал. Так что все, сейчас поставил духовку на 200 градусов, на 5 минут прогреть, и будем отправлять на 30 минут нашу щуку в духовку при температуре 200 градусов готовится. Выставил вверх-вниз в духовке и плюс вентилятор поставил на 30 минут и температура 200 градусов. Вот в таком виде будет у нас запекаться щука. После 30 минут посмотрим, как она там по готовности будет, может быть чуть больше подержим, и потом покажу, что мы делаем дальше. Главные дегустаторы уже в сборе. Чуют вкусняшку. Да, все кричат, все хотят вкусной рыбки. Прошло 30 минут, наша рыба практически готова. Смотрите, как получилось. Ну, тут вот этот сок вытекал, немножко подгорел. Но это ничего страшного, это на фольге. Точнее, не на фольге, а на бумаге. И да, забыл сказать, что перед тем, как улаживать нашу щуку на противень, берем бумагу для запекания и немножко наливаем масло, чтобы наша щука не пригорала. Ну и теперь последний штрих, это берем остатки нашего сыра и посыпаем сверху на щуку. Еще сверху посыпаем сыром. И отправляем в духовку приблизительно на минут 5, но может быть меньше. И самое главное, смотрим, чтобы наш сыр не подгорел. Вот как только начнет он расплавиться, все, можно доставать нашу щуку. И единственный еще нюанс, у нас был вверх-вниз и вентилятор, да, а сейчас отключаем просто вверх и низ, ну, на минут 5. Этого будет достаточно. Вот наша щучка там готовится, и вот сырок начинает расплавляться. Наша готовая щучка переложили в тарелку. Немножко тут вот сыр подгорел. Я на 30 минут поставил, можно 25. И как раз вот 5 минут наш сыр посыпать сверху. И вот в 30 минут мы как раз уложимся. Получилось так неплохо, считаю. Аппетитненько. Сейчас немножко остынет и будем пробовать. Настал момент истины. Нужно попробовать наше блюдо, что приготовили. Давайте попробуем. Возьмем наши рыбки. Тут у нас курочка, сырок. Выглядит довольно-таки неплохо. Давайте попробуем. Да, неплохо, друзья. Вкусно. Это прям как старый мем, если кто помнит. Повар, я от Бога. И там, где мальчик ехал в вагоне, спрашивал. Повар спрашивает повара. Ну, давайте сейчас ставлю, кто забыл этот прикол. Повар спрашивает повара. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер?
Нет, отвечает повар. Моя главная профессия повар. Ага, а твоя? Повар я, а не милиционер. Да, друзья, сочетание интересное. Курица с рыбой. Сочно получилось, поэтому можете тоже смело готовить. Вот. Ну, а на этом, друзья, я свое, наверное, видео буду заканчивать. Надеюсь, данный рецепт вам понравился. Если понравился, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Но также хочу поблагодарить Владимира за этот простой, но очень вкусный рецепт. Так что все, друзья, я буду дальше пробовать нашу рыбу, обедать. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. И до новых встреч. Пока.